Приветствую всех у себя на канале. Давайте сегодня с вами погадаем на бабах, а тема расклада будет увеличение ваших финансов. Если кого-то интересует вопрос повышения зарплаты, возможности в ближайшей перспективе, чтобы вам прибавили зарплату, кому-то выплатили премию, для кого-то это может быть сопряжено с повышением должности, для кого-то это могут быть какие-то альтернативные источники дохода, дополнительные источники дохода. В общем, гадаем сегодня одним словом на деньги. Подумайте о себе, представьте вашу ситуацию, ну или о том человеке, если вас кто-то интересует, да, если вас интересует другой человек. Может быть, я не знаю, родственник, муж, да, если вы хотите узнать, сможет ли человек больше зарабатывать в ближайшее время. Ну, в общем, давайте смотреть. Меня просили говорить то, что я делаю. Ну, я сразу скажу, я не обучаю, но буду просто комментировать то, что я делаю. Всего 41 боб делим большую кучку на 3 кучки произвольно. И дальше из каждой кучки убираем по 4 боба до тех пор, пока не останется 1, 2, 3 или 4 боба. Так проделываем с каждой кучкой. И у нас получается первый ряд. И таких рядов нам надо выложить еще 2. Опять произвольно делим большую кучку на 3 и убираем по 4 боба до тех пор, пока не останется 1, 2, 3 или 4 боба. И выкладываем третий ряд аналогичным образом. Расклад очень хороший, сразу скажу. Но опять с некоторыми оговорками, но давайте по порядку. Вот мы рассматриваем человека. Первый столбик будет у нас прошлое. И я могу здесь так сказать, что в прошлом человеку очень тяжело давалось зарабатывание денег. Но я думаю, в принципе, как и всем это дается тяжело. Но вот постоянно были препятствия. На желаемую работу не брали, да, там где-то кого-то могли другие люди ущемлять, да, вот в плане выплаты, зарплаты и так далее. Может быть, давали минимальную зарплату при том, что могли платить больше и так далее. Но вот это различные препятствия в прошлом. Даже больше не буду на этом останавливаться. Почему здесь выпадают не очень хорошие результаты? Потому что вот бобы, когда выпадают 2 или 4, это всегда ответ нет, либо это препятствие, либо это плохой результат. То есть это было по прошлому. 4 это всегда плохо, за исключением одной единственной позиции, вот этой вот, но к ней я вернусь позже. Теперь мы вот что смотрим. Давайте посмотрим на сердце. Здесь тоже лежат 2 боба. Это переживание о том, что у меня раньше ничего не получалось. Сейчас конкретно про этого человека говорим, на которого вы гадаете. Либо на себя, либо того, на кого вы загадали. Раньше ничего не получалось, раньше были препятствия. Но, наверное, я и сейчас не смогу, и я недостоин, и у меня ничего не получится. Вот такие вот переживания в этом ключе. Но человек все равно, вот здесь вот 3 боба, человек все равно знает, что он достоин, что он опытный, что у него есть знания, что он работать может и хочет. Все равно есть надежда. Вот в голове вот есть надежда, но переживание о том, что, ну, наверное, вот не везет, да, не везет, не получается. Тут не получилось, там не получилось, и, наверное, и дальше не получится. Но дальше еще положительный момент. Вот здесь это дороги. Дороги открыты. Кстати говоря, можете посмотреть предыдущее видео мое, и ссылку на него оставлю. Это ритуал на открытие дорог мы делали. Вот здесь у человека дороги открыты.
То есть на самом деле препятствий нет. Есть переживания из-за того, что не получалось ранее, поэтому не получится и сейчас. На самом деле сейчас есть возможности, и надо двигаться. Вот единственное, что может воспрепятствовать вот здесь в будущем уже, да, это только переживание о том, что не получится опять. Вот если человек не будет двигаться, сидеть и переживать, то да, то здесь опять у него в будущем путь закроется. Но на самом деле надо двигаться, и человек этот, вы, или тот, на кого вы загадали, двигаться будет. Потому что вот эта позиция называется нога или нога на поход. То есть это действие человека. Вот он идет здесь, идет. То есть надо идти, вам надо двигаться, несмотря на свои переживания. Надо, значит, включать позитивные мысли. Ну, в принципе, здесь они уже так присутствуют, потому что здесь вот 3 баба в кучке, здесь 3 баба. То есть нужно с положительными мыслями двигаться вперед. То есть вот то, куда вы хотите попасть, в то место, да, где вы хотите эти деньги заработать, у вас здесь положительно. Вы знаете, как это сделать, вы знаете, как себя подать, вы знаете, как работать, у вас есть опыт на этом месте, либо большое желание и стремление обучаться. То есть, ну, с одной стороны, человек может быть уверен в себе, с другой стороны, может быть, опять все равно присутствует неуверенность из-за неудачных там, попыток в прошлом, да, из-за того, что раньше не складывалось. Вот раньше не зарабатывала много денег, но, наверное, и дальше не получится. Здесь вот поговорка такая была: не жили хорошо и нечего и начинать. Вот это очень плохая поговорка, но вот здесь она очень хорошо характеризует этот расклад. Вот, то есть все вот здесь может быть из-за неверия в себя, при том, что, ну, здесь вот, знаете, такой вот, как есть вот карта двойка пентаклей, где человек жонглирует этими самыми 2 пентаклями. Не очень эту карту люблю, но тем не менее это вот когда с одной стороны человек уверен в себе, трезво свои силы оценивает, знает, что он достойный там специалист и может эти деньги заработать. С другой стороны, прошлые неудачи и вот это вот, знаете, вот это вот перекидывание, да, то ли нет. Вроде я и могу, и достоин, но вот, наверное, меня опять там никуда не возьмут, не примут, или меня как-то обойдут, или меня там куда-то в список не включат, опять про меня забудут. Ну, это вот что-то такое. Вот ваша нога на поход. Вот они, ваши действия, которые говорят, что надо двигаться, обязательно двигаться. Препятствия могут возникнуть только из-за вашей неуверенности в себе. И я сказала уже позже, самая главная здесь позиция – это деньги. Мы сегодня гадаем на деньги. Единственная позиция, где 4, четное число бобов, является положительным, это позиция руки. Это максимальное число бобов, которое может остаться в кучке после того, как мы все их отбросили. И это что? Это те самые деньги, которые лежат в руке. Это максимум. То есть гадание говорит о том, что вы достигнете того, чего вы хотите. То есть если вы гадали на повышение зарплаты, то да, вам ее прибавят, и вы будете этим довольны. Если вы хотели получить премию, то вы ее получите, и получите там, я не знаю, в максимальном размере. У кого-то там это 100%, у кого-то там еще какие-то. Ну, это уже технические вопросы, да, то есть максимальную сумму, да, вы получите не 1 боб, не 2, не 3, и даже не 3, да, выпало 4. Максимальное число бобов — это означает, что в руке чего-то лежит много, то, что вы получите много, максимум из того, что, может быть, даже кто-то получит больше, чем он хотел. Вот здесь вот расклад очень позитивный, но вот тормозить может, здесь вот уровень сердца, тормозить может переживание о том, что ну, я вот вижу это как неуверенность в себе. Вроде да, знаю, но вот иду на собеседование, и вот как-то начинаю, ну вот, скажем, просите больше, когда вы идете устраиваться на работу, просите зарплату больше, и вам ее дадут. А если не дадут, то значит на этом месте делать нечего, опять же, да, потому что такая здесь может прорисоваться ситуация, что вот раньше так было, да, пришел там, попросил, я не знаю, 100 монет, а надо было просить 150, и тогда бы дали, да, вот сказал вот так вот и согласились на это, потому что выгодно было так руководству. Но это вот все такое, я уже просто примеры такие привожу, которые, ну, самое главное, что вот они ваши деньги, вот они те деньги, которые вы хотите получить. Это повышение вашего финансового ресурса, вот так вот скажем. Ну и давайте на этом остановимся. Пишите ваши комментарии, жду всегда ваших комментариев, очень интересно будет узнать. Предлагайте ваши темы
для раскладов на бобов. Но, честно говоря, здесь не так много, может быть, вариантов. Это либо деньги, да, что-то получить, деньги или работа, или любовные отношения. Но, может быть, кто-то еще какую-то тему именно придумывает для бобов, потому что, ну, смотрит неплохо, я вижу по комментариям интересуется, поэтому вот пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Если, ну, если больше по обучению, эту информацию ищите уже в интернете, ее там много, да. Есть, ну, здесь вот оговорюсь, конкретные сочетания, да, даже для кучек бобов по рядам, по столбцам, что это означает, но это уже, знаете, для гуру, кто, может быть, им занимается там чуть ли не всю жизнь и на память помнит все эти сочетания. Я этим гаданием занимаюсь не так давно, и очень оно мне нравится, очень оно мне близко по духу, в отличие от других там техник, которые как-то мне не идут. А здесь вот, да, здесь это очень как-то близко, интересно. И так что обучать не буду, но вот по ходу расклада буду тогда комментировать, если вам это интересно. Ну и вообще есть другие много видео, где можно просто, ну, учиться по ходу на видео, да, на каких-то различных темах и вопросах. Все, на сегодня. Всем спасибо, всем до свидания.